Здорово, друзья! Сегодня на обзорчике бейсболочки двух легендарных брендов. Ну, по крайней мере, один точно легендарный. Это бейсболочка от компании New Era. Безусловно, это мировой бренд. Его очень любят и уважают во всем мире. Звезды кино, музыки, спорта. Эти бейсболки мелькают частенько на телеэкранах. В различных музыкальных клипах можно часто увидеть эти бейсболки. В фильмах частенько они проскакивают. Ну и, собственно говоря, и не мудрено. Качество этих бейсболок всегда на высшем уровне. Огромный ассортимент моделей, цветовая гамма не оставляет вас равнодушным, если вы любите носить бейсболки. Но вот этот бренд, он так же как и New Era, это 47 бренд называется фирма. Она так же как и New Era специализируется на отшиве бейсболок именно для различных спортивных клубов. Не возьмусь сказать, насколько это легендарный бренд, так как не часто можно встретить его, ну, к примеру, по телевизору, да, то есть только те, кто интересуется бейсболками, знают об этом бренде. А так как-то вот он не очень распространен, я бы сказал. Может быть, в Штатах его больше знают, но у нас как-то вот не особо. Я давненько посматриваю, конечно, на эту фирму, мне нравятся эти бейсболочки, у них огромный ассортимент тоже моделей, как и у New Era. Огромный выбор различных материалов, цветовая гамма интересная. К слову, они также используют в своих кепках шерсть, как и бейсболочки New Era. Это довольно круто. Я всегда думал, что эта моделька, эта фирма может быть такой альтернативой фирме New Era. Модельки в принципе идентичные, они производят. Только что мне не нравится сейчас у New Era, они часто начали использовать в производстве своих бейсболок полиэстер долбанный. Ну, 47 бренд более, я бы сказал, натуральных материалов. Меньше они используют синтетику. Это очень круто. Ну, сегодня хотел бы такой сравнительный обзорчик сделать по этим двум моделькам формата 940 у 47 бренд. Эта модель называется 47 MVP, у New Era это 940. Это бейсболочки с жестким лбом, с застежечкой сзади. Классическая моделька с закругленным козыречком. Специально взял две бейсболочки одинаковых, одного и того же спортивного клуба, New York Yankees. Одинакового цвета, чтобы было наглядней. Ну, собственно говоря, поехали. Ну и сразу бросается в глаза разница в логотипах. В 47 бренд логотипчик такой более худой, тонкий, ну недокормленный что ли. Да, в New Era он такой более толстый, плотный, пузатый такой, зажравшийся, скажем так, да. И сказать бы, что эта фирма какая-то новая, да, еще, скажем так, не откормленная. Нет, фирма довольно старая. Я почитал на официальном сайте, эта фирма работает, производит свою продукцию еще с 80-х годов, то есть довольно старая фирма. Ну что-то логотипчик у них какой-то такой вот исхудавшийся. Ну не знаю, он, конечно, имеет право на жизнь, ну мне как-то не очень понравился, да, у New Era он такой более круто выглядит, такой пузатый, толстый, объемный, не знаю, мне он больше нравится, выглядит New Era-ский логотипчик, конечно, более круто, чем у 47 бренд, ну тоже ничего, кому-то нравится, может быть такой, ну как-то вот он довольно просто сделанный, я бы сказал, как-то по-простому, ну не знаю, он ну, как-то вот ну, не очень, да, то есть у New Era такой ну, именно классный, очень классно сделанный, объемный. Здесь какой-то такой более простецкий, ну не суть в принципе, да, то есть можно и в принципе и такой логотипчик пойдет, кому-то такой нравится, ну мне что-то больше нравится New Era. Я еще думал, может быть, New Era запатентовала именно этот логотип. Ну, знаете, объем там, я не знаю, как можно его запатентовать. Ну, возможно, да, и 47 бренду уже как бы не осталось особо вариантов, поэтому сделали у него вот такой вот логотипчик. Ну, может быть, да, как вариант, может быть и нет. То есть, может, это такая фишка компании. Ну, мне как-то не очень понравился, честно говоря, этот логотип. New Era-ский такой более выразительный, четкий, более круто смотрится. Ну да ладно, как есть. На общем фоне, конечно, New Era-ский логотип смотрится довольно круто, лучше, чем 47. Ну как есть, возможно, это какая-то фишка компании. Кому-то нравится и такой логотип. По качеству хотел бы сказать, что бейсболочка New Era сделана из стопроцентного катона. Такой плотный, ну, очень качественный материал, да, претензий в принципе нет.
Все мы знаем катон нью-эровский, думаю, рассказывать о нем особо-то и не нужно. Ну, довольно хороший такой плотный катончик, очень классный. Претензий никаких нет, как обычно к New Era. Ну, 47 бренд, здесь отдельный вопрос. Эта бейсболка сделана из шерсти. Ну, шерсти здесь всего лишь 15%, 85% акрил. Ну, собственно, как только я взял ее в руки, какие-то двоякие ощущения, я бы сказал. Вроде бы шерсть. Я припалил изнутри зажигалкой немножко, по запаху действительно шерсть, пахнет паленым волосом. Но с другой стороны, вот видите, этот заломыш вот в этом месте, да, то есть ткань из-за 85% акрила стала такая более ломкая, такое непонятное ощущение, вроде бы фирменная бейсболка шерстяная, но на ощупь такое ощущение, что вроде бы и шерсть, ну, похоже на какой-то акрил, такое двоякое ощущение. Кажется, что держишь в руках какую-то дешевую бейсболку акриловую. Не совсем понимаю, почему использовали именно акрил, почему не использовали нормальный полиэстер, как у New Era. Было бы классно, было бы классного качества бейсболка, ну не знаю, или катон, да, вообще было бы круть. Но именно акрил, почему-то компания решила использовать этот дешевый китайский пластиковый акрил. Ну, в общем, это мне не очень понравилось. По сравнению с New Era, конечно, да, здесь хлопок натуральный, вот этот акрил, как-то вот он не очень мне понравился. Вроде бы немножко шерсти есть, или ну, нужно было добавить немножко больше шерсти. Ну, короче, такое ощущение двоякое. Не нравится мне вот эта вот ломкость, появилась ломкость такая в ткани, да, она стала такая ломкая. Ощущение, что держишь дешевую бейсболку какую-то акриловую. Ну, не знаю, не знаю. В общем, это, я бы сказал, единственное отличие, конечно, этой бейсболки от реплики. Реплики существуют, я находил их, видел в интернете, пока у меня нет. Обязательно сниму видео в формате реплика Waze оригинал, да, сравним бейсболочку эту с репликой. Ну, единственное отличие, я бы сказал, это то, что она сделана все-таки, да, немножко шерсти есть, поэтому если припалить, чувствуется шерсть, запах волоса. Думаю, в реплике такого не будет. Китайцы все-таки вряд ли сунут сюда хоть немного шерсти, поэтому, скорее всего, у китайцев будет какой-нибудь акрил, либо какой-нибудь похожий на катон материал. Ну, собственно, вот по фотографии мы видим, как она выглядит, эта бейсболочка. Довольно похожа, в принципе, да, здесь особо ничего такого гениального подделывать-то и нечего. Такого, что прям супер какой-то там. Я думаю, этот логотип довольно просто китайцы подделают без особых усилий. Ну, в принципе, и New Era-ский логотип для китайцев подделать не проблема. Ну, поэтому по логотипу особо-то не поймем. Китайцы могут воспроизвести его довольно четко. Ну, собственно, вот что я сразу увидел, что мне кинулось в глаза, это наклеечка, да, на фирменной бейсболке должна быть. Именно в этой модельке с жестким лбом, с застежкой сзади должна быть, эта моделька называться должна 47 MVP. Ну а вот на реплике смотрю, на таком формате бейсболки написано 47 Clean Up, что неверно. Немножко китайцы накосячили, как всегда, сунули что попало. Ну это же китайцы, особо не заморачивались они по этому поводу, видимо. Ну, застежечка, опять же, в этой модельке именно с жестким лбом. Застежка, ну, я так посмотрел на официальном сайте, все бейсболки, застежки на липучке у них именно в этой модельке. 47 MVP. Вот так вот липучечка. Ну, такая обычная липучка, ничего особенного. Я видел липучки, конечно, и покруче в разных модельках, в других брендах. Ну, здесь какая-то такая обычная липучечка, в принципе. Я думаю, вот эта штука быстренько покашладится, будет торчать, как обычно, да, на липучках. Ну, если, в принципе, особо не смыкать ее, разочек отрегулировать, постоянно не дергать эту липучку, проживет она дольше. Ну, здесь такая вот еще нашивочка на липучке Янкис. Все довольно просто, когда, опять же, этот такой дешевый акрил, ну, вот какое-то ощущение такое двуякое. Такая странная ткань, мне не очень она понравилась, честно говоря. Ну, у бейсболочки New Era вот так вот сделано, именно в этой модельке застежечка. Красный цвет немножко отсвечивает, довольно плохо приближает. Ну, вот так вот New Era, логотипчик на застежечке, все довольно качественно. Ну, как к New Era, как обычно, претензий никаких, катончик, все классно. New Era, конечно, в этом плане всегда на высоте.
Ну и по этой бейсболочке еще хотел бы сказать, что опять же вот в реплике посмотрите, застежку сделали вот такого типа. Это застежка модельки 47 Clean Up, то есть в тех бейсболках, которые не с жестким лбом, а просто мягенькие. Такие бейсболочки тоже будут у меня на обзорчике, они уже едут. Думаю, в скором времени я их сниму. Интересно посмотреть, что там за качество, да, то есть по этой бейсболке как-то качество мне вот, ну, не особо, да, то есть, ну, как-то шерсть как бы есть, но ее немного, и на ощупь вроде бы кажется, что шерсть, но и тут в то же время и вот этот ломкий акрил, ну, как-то двоякое ощущение, не очень мне это понравилось, честно говоря. Здесь, конечно, New Era на голову выше, но опять же, по самому качеству изготовления бейсболки есть претензии, да, то есть если New Era, посмотрите, как сделано. Все довольно четенько, ну все как всегда, да, то есть передний шовчик, смотрите, как сделан идеально, то есть его практически не видно, то есть он вкатан, настолько круто сделано, вот даже эта нижняя ниточка вот проходит здесь, да, то есть даже не видно, что здесь есть шов, она как-то его пересекает, так и не видно даже, что он там есть. Ну, в этой фирме, конечно, как-то все, ну, вот так вот, не знаю, почему так они решили сделать, какой-то здоровенный такой шов, причем видно, вот, что нитки прямо видно нитки, которые вот между этим швом, то ли не дотянули они этот шов, то ли так и должно быть, ну, здесь вот так вот как-то вот не так аккуратно, не то чтобы плохо, да, но как-то не так аккуратно, я бы сказал, то есть у New Era все настолько идеально, просто, ну, просто идеально, да, тут придолбаться просто не к чему, то здесь как-то вот этот широченный шов, ну, вот тогда, если сравнить, смотрите. Вот так вот, просто видно этот широченный шов, вот эти нитки, которые должны были его стянуть, почему-то торчат, ну не знаю, может быть так и должно быть, но вот у New Era просто сделано круто, ну здесь как-то так довольно просто, но опять же все швы, соответственно, выполнены также, да, то есть вот боковой шовчик, тоже как-то так вот он как-то вот, ну, такое ощущение, что просто его не дотянули до конца этот шов, все вроде бы довольно аккуратно, да, но вот эти нитки вот сзади тоже также выполнено. Ну вот как-то так вот. Вот такое ощущение, что ее просто не дотянули. Видно вот эти нитки, которые должны были стянуть этот шов. Ну как-то, ну не знаю. Ну не знаю. В общем, мне как-то это не особо понравилось. Опять же, да, то есть вот этот шов. Может быть, опять же, это такая фишка компании. Ну, фишка это не совсем понятно. Если у New Era все просто в идеале. То есть посмотрите эти швы, как они выполнены. Все просто идеально. Здесь в конце вообще не видно, что он и присутствует, этот шов. Опять же, боковые шовчики. Ну, все вот так вот четенько выполнено, то есть претензий в принципе нет. Ну, здесь вот, да, то есть, ну, здесь немножко есть, тут тоже не дотянуто, ну, New Era всегда на высоте, как бы, вот швы, все просто идеально выполнены. То здесь как-то вот немножко, ну, не знаю, не то чтобы это большой косяк, но как-то неаккуратно, я бы сказал. Прямо они как-то вот не дотянуты, эти швы, что ли. Не знаю. Все, конечно, аккуратненько, да. Здесь вот боковой шовчик сделан. Вот так вот прошивочка боковая. Претензий-то особых нет. Все аккуратненько, все четенько. Ну, претензий-то в принципе нет, но вот швы эти как-то мне не очень понравились тоже. Есть вопросы. Вот какой-то он прям так вот. Ну ладно, боковые полбеды, да, передний шов. Вот как-то он прям сильно такой широкий, здоровенный. Ну не знаю. По козыречку все в идеале. К козыречку, в принципе, претензий никаких нет. Все четенько. Ну, изнутри вот так вот, да. Козыречек выполнен четко. Претензий никаких, в принципе. Все идеальненько сделано. Ну, к козырьку претензий никаких нет. Думаю, New Era не стоит и показывать, но покажу, конечно же. New Era, как всегда, все на высоте. Ну, все в идеале, то есть к New Era претензий, в общем-то, никаких. Ну, опять же, 47 бренд. Смотрим внутреннюю часть бейсболки. Ну, в общем-то, и я офигел, честно говоря. Ну, вот так вот это выполнено. Все как-то просто, дешево, да. То есть, вот дешевенькие полосочки эти, с какой-то такой дешевенькой ткани сделаны.
Ну, как-то мне не очень понравилось. Смотрите, как сделанный здесь логотип. То есть, ну, не то, что сделанный, да, то есть он прошитый полностью прям насквозь через эту ткань. Какие-то стрёпья, нитки торчат. Ну, ребят, посмотрите, как сделано в New Era. Во-первых, его здесь вообще нет. То есть сначала был вышит логотип, а потом уже вот эту штуку наклеили, как бы уплотнили козырек. То есть не видно вот этих стрёпьев от вышивки. Ну и опять же, посмотрите на эти полосочки. Во-первых, они с логотипами. Нанесение просто идеальное, то есть четко видно логотип компании. Блин, плохо с резкостью. Вот так вот, да, все в идеале. То есть качество самой нитки, вернее этой полосочки, очень хорошее. Я не знаю, эту бейсболку относите 10 лет, эти логотипы сохранятся, и все будет в идеале. Здесь ничего не сотрется. Ну, может, немного, конечно, подзачухается, но в общем, да, то есть за 10 лет с этим логотипом, с этим нанесением ничего не случится. Ну, здесь как-то, ну, блин, как-то вот так вот, то есть как-то дешево, даже не знаю. Кстати, на кнопочке здесь есть такое нанесение тоже, 47, вот. У New там ничего нету. Ну, опять же, может быть, это какая-то отличительная черта от подделки. Будет подделка, посмотрим, как сделано на подделке. Ой, ну, есть претензии еще вот к этой ткани. Ну, опять же, посмотрите. Блин. Вот, то есть какая-то дешевая, отстойная ткань. Вот, если вывернуть, то есть это даже не ткань, какая-то бумага, что ли. Вот, она прям... Вот, она прям просто вырывается кусками. То есть, ну, это дешево. Вот. Она очень быстро покошлатится, да, то есть на репликах такие обычно ставят. Вот эта вот хрень обычно покошлатится быстро, поломается, вот она здесь помнется. В общем, выглядит это все довольно отстойно, я бы сказал. Почему нельзя было использовать какую-то более-менее нормальную ткань? Ну, вот как-то вот так вот это выглядит. Ну, не очень, да, причем, ну, дешевая, видно, что сама эта полосочка тоже такая дешевая, из похожей ткани сделана, то есть она покошлатится. Выглядит это все довольно-таки отстойно, я бы сказал. Посмотрите, как сделано на New Era. Ну, конечно же, да, все четко. Вот так вот все прошито. Изнутри такая вот вставлена еще дополнительная какая-то ткань. Эта подкладка будет таскаться, опять же, лет 10, с ней ничего не случится. Она, конечно, подвыгореть может, там, подзатрется, да, подвытрится, но с ней ничего не случится. Она не покошлатится, там, ничего с нее не повылазит. Дополнительная еще прошивочка здесь в центре. То есть качество на высоком уровне именно в New Era. С ней нифига не случится, там через 5-10 лет она будет выглядеть так же. Ну, подвытрится, да, безусловно, от носки. Но это просто какая-то жесть, я бы сказал. Опять же, переходим к внутренним бирочкам. Братцы, что это? О боги, что это такое? Какой-то кусок дешевой, в общем, ткани непонятной. Ну, блин, посмотрите, как это выглядит у New Era. Ребят, ну почему нельзя было сделать как-то круто? Вот, гляньте, какая разница-то сразу, да? То есть здесь довольно такой качественный, плотный материал. Все классно вышито цветными нитками. Ну, боже, ну, то есть это выглядит как-то очень довольно дешево. Не знаю, если бы сказать, что разница в цене там в полцены эта бейсболка стоит, да, то есть 47 бренд, я бы понял. Цена приблизительно одинаковая. Я покупал их за одну и ту же цену. Поэтому, ну, не совсем понятно мне такое качество. Ну, опять же, New Era, да, все четко, тут 100% катончик. Как обычно, этикеточки все плотненькие. То есть эти этикеточки будут жить довольно долго, они все вышиты. Очень хороший материал. Ну, посмотрите, как сделано здесь, с этой стороны. Ну, то же самое, какая-то хрень. Здесь она даже не пришита. Короче, дешевая какая-то хренотень. Здесь вот такая вот кусочек тряпочки такой, да. Здесь написано вот состав ткани, код товара. Ну, ребят, ну что это, боже. То есть нельзя было сделать что-нибудь такое более качественное. То есть эта тряпка, ну, просто... В общем, ребят, ну это пиздец, по-другому я сказать просто не могу, да, то есть я очень долго ждал эти бейсболки, как-то на фотках они мне очень нравились, но заглянув вовнутрь, да, вообще посмотрев эту бейсболку, очень сомнительное качество, я бы сказал, ну по козыречку вот претензий нет, да, все сделано аккуратно. Ну, все как бы сделано аккуратно, но сам состав тканей, да, то есть вот это вот дешевая внутренняя вставка, то есть, ну, это просто дрочь какая-то, ну, что это, да, то есть она просто, ну, это даже не ткань, а какая-то бумага внутри, не знаю, то есть ей будет жопа моментально,
она покошлатится, будет выглядеть не очень симпатично. Вот тут еще насмотрел, смотрите, тоже, да, то есть если вывернем эту ткань, то есть увидим просто кусок козырька торчащий, вот, ну здесь, как вам показать, вот просто кусок козырька торчит, вот он дошел сюда. Как-то не обрезали, не пойму, нельзя было аккуратненько обрезать, то есть здесь прям козырек чувствуется, вот он торчит здесь по всему периметру, здесь козырек. Ну вот, просто так как-то чеканули, обрезали, бросили. То есть, ну, это как-то отношение к покупателю, я бы сказал, не совсем хорошее, да, то есть покупая фирменную вещь, берешь такое дерьмо, ну здесь чувствуется, вот козырек торчит, кусок козырька прям по всему периметру можно нащупать, здесь прям аж кусок такой торчит. Ну, ребят, посмотрите, как это у New Era сделано. Это, конечно, такое, ну, не то чтобы это принципиально, посмотрите, как сделано. То есть никакого козырька, там есть немножко кусочек ткани, да, но никакого козырька, там, кусков каких-то, ничего такого нет. Немножко кусочки ткани торчат, ну, все в идеале просто, да. Вы, одевая на голову, не будет вам вот эти куски козырька не обрезанные торчать, давить в голову. Ну, не знаю, то есть это такое отношение к покупателю. Мне не очень это понравилось, я бы сказал. У New Era, конечно, всегда все на высоте. Я бы сказал, New Era на 2 головы выше этой фирмы. Ну, качество изготовления, конечно, неплохое, претензий нет, если не учитывать вот это вот щель. Может быть, это опять же фишка компании, не знаю, но мне не очень понравилось. То есть New Era на высоте, просто головы на 2-3. Ну, жду еще бейсболочки этой фирмы. Может быть, в них там, ну, какие-то другие материалы используются, не знаю, может какое-то другое качество. Это более дешевая моделька, там приедет более дорогая, снэпбэк с прямым козырьком. Она подороже, конечно, не знаю, может более в дорогой модели будет сделано как-то более круто. Но именно по этому формату бейсболки мне как-то все очень не понравилось. Все как-то халтурно выполнено, какие-то дешевые материалы, ну блин, даже не знаю, что сказать, честно говоря. Я ожидал чего-то другого. Как альтернативу компании New Era, конечно, эти бейсболки рассматривать не стоит. Даже не знаю, да, как их вообще рассматривать. Опять же скажу, если бы цена была такая, там в полцены, к примеру, эта бейсболка стоила, да, чем New Era, претензий бы к ней вообще не было. Ну, цена приблизительно одинаковая. Мне они, по крайней мере, обошлись одинаково. На официальном сайте я посмотрел, именно в красном цвете стоит $22 сейчас. У New Era это, кажется, 40 там, или что-то под 40. Ну, там похожие модели там с другими логотипами, в других цветах стоят тоже там около $32, кажется, да. То есть, ну, цена приблизительно одинакова на обои бейсболки. Может быть, это немножко дешевле. Ну, блин, ребят, такое качество изготовления за такую цену, ну, не знаю, то есть я не совсем понимаю этого. Расстроила меня компания, конечно, 47 бренд, ожидал я чего-то более лучшего. Посмотрим еще на другие бейсболочки. Опять же, по размерчику хотел сказать, бейсболочка New Era более объемная, то есть она на размеры, там, я бы сказал, на 58 и выше. Ну, у меня размер 57, да, она на меня большая. Можно, конечно, носить, да, подтягивать этот хвост. Но, опять же, да, то есть, смотрите, вот этот хвост. То есть, бейсболка довольно объемная. То есть, если я затяну немножко хвост, в этом месте вот будет немножко торчать. Это не принципиально, конечно, на 57 размер можно спокойно таскать. На 56, думаю, будет вообще здоровенная. То есть она вот на размеры там 58 и выше, там 60 отлично подойдет. То есть она такая вот довольно глубокая и объемная. То есть на 60 размер будет отлично. Ну и на 59 там, да. То эта бейсболочка помельче, чем New Era. То есть она обычный размер, то есть 56, 57 отлично подойдет, 58 свыше будет она мелковатая. Ну как, липучки-то хватит, конечно, да, но тут вот она, здесь не такая глубокая посадка, она мельче, сам объем бейсболки, да, не подразумевает одевать ее на 60 размер. Она, конечно, налезет, но будет смотреться вот так вот, как я уже говорил, да, то есть вот так будет, голова будет, если мы расстегнем сильнее, просто на 60 размер. Голова будет где-то вот здесь вот упираться в липучку. Ну а вот сам объем бейсболки не даст ей лечь на 60 размер. Ну выглядеть будет это приблизительно вот так вот.
то в New Era такого не произойдет. То есть если расстегнуть хвост, ну, нормально так до самого конца даже, можно натянуть так на серьезный размер, в принципе, да, то есть, ну, не будет такого эффекта, вот видите, вот, вместе с хвостом, да, и бейсболка ложится вот на такой большой объем, не будет этого эффекта, вот, что голова будет торчать дальше, чем бейсболка, то есть будет довольно нормально смотреться, то есть она такая более полномерная, на размеры там свыше 58, я бы сказал. Ну, опять же, она идет как one size, да, то есть меньше размер, я так понимаю, не найти именно в этой модельке, он универсальный. Ну, думаю, ниже 57 будет точно велика, на 57 еще можно, ниже будет просто здоровенно. Ну, опять же, можно, конечно, и на 54 затянуть этот хвост, ну, будет как-то вот, ну, не очень выглядеть. Ну, вот так вот бейсболочка будет выглядеть на голове. Довольно неплохо, в принципе. Ну, немножко великовато она все равно, вот видите, сзади вот этот хвост, он такой немножко длинноватый. Бейсболка довольно глубокая, поэтому вот хвостик этот торчать будет. Размерчик у меня 57, ну, видите, немножко она великоватая, причем ложится на уши. Ее могу спокойно натянуть ее на уши. Глубоковатая бейсболка. В принципе, носить, конечно, можно, немножко подзатянуть сильней. Будет неплохо, ну, довольно большая, думаю, на 58 и выше эта бейсболочка отлично подойдет, будет отлично она смотреться на большой размер. Ну вот я расстегнул хвост довольно сильно, там на 60 размер где-то, вот так вот, видите, тут еще можно спокойно сунуть по бокам еще обе руки, довольно глубокая, широкая, бейсболка довольно не мелкая. Ну вот так вот теперь она будет смотреться отлично, на большую голову как раз будет самое оно. Ну, вот так вот, в принципе, можно затянуть, да, хвостик немножко торчит. Ну, в принципе, ничего. Если не заморачиваться особо, то носить, в принципе, можно. Ну, как-то вот, ну, не очень. Я бы посоветовал рассматривать какой-нибудь другую какую-нибудь модельку на размер меньше 58-го. Эта моделька будет великовата. Ну, вот бейсболочка 47 бренд. Смотрится как раз нормально на 57 размер. Как раз этот размерчик мне подходит. То есть, ну, на 58 еще будет неплохо, в принципе. Ну, свыше 58, думаю, 59-60. На 60 точно будет маловато. На 59 еще можно, конечно, попробовать. Ну, она вот не глубокая, в принципе, такая, на небольшие размеры. На 56, думаю, тоже подойдет. И она не глубокая, видите, на уши практически не одевается. То есть, даже не доходит до уха, на уши не ложится. Отличный размерчик. Ну, и сзади вот этого хвоста вот здесь нет такого большого. То есть, она не очень глубокая. На размеры там ниже 58-го она нормально подойдет. Ребят, ну и скажем так, подытожим, да, этот небольшой обзорчик. Я бы не советовал покупать вам эту фирму, ну, по крайней мере, эту модельку точно. Как-то, ну, именно мне не понравилось качество изготовления. Немножко оставляет желать лучшего, не то чтобы совсем плохо, ну как-то вот, я бы сказал, да, то есть держа в руках эту бейсболку, такое ощущение, что держишь какую-то просто дешевую китайскую бейсболку, обыкновенную бейсболку, подделочную какую-нибудь там, да, то есть какого-то особого впечатления там о качестве, ну не знаю, ну нет, да, то есть качество используемых материалов опять же оставляет желать лучшего. Ну, бейсболочка New Era, конечно же, да, то есть переезжает очередная бейсболочка, я беру в руки, наслаждаюсь этой бейсболочкой, качеством этой фирмой, кручу ее в руках, мне очень нравится их носить, просто вертеть в руках, щупать этот качественный материал, все в идеале, ну как всегда, в общем-то, да, то по этой фирме таких ощущений, конечно же, нет, все как-то так довольно просто, обычно, дешевенькие материалы, цена, в общем-то, не совсем дешевенькая, я бы сказал, для такого материала, да. Для используемых материалов, ну опять же для качества, да, то есть вот этого можно было, конечно, избежать, так делают в паленых репликах, да и то не во всех, то есть есть реплики, в которых сделано довольно качественнее, чем вот это вот, ну, вот это вот внутренняя полоска, сами полоски, то есть все как-то довольно просто, примитивно, не знаю, мне не очень понравилось, в общем, впечатлений особых именно этот бренд не принес, жду очередные бейсболочки от этого бренда, может быть они будут как-то поинтереснее выглядеть на фоне вот этой модельки.
Ну, я бы советовал все-таки, да, за ту же цену взять бейсболочку New Era, наслаждаться качеством. Она прослужит довольно долго. Я не знаю, можно там от 5 до 10 лет эту бейсболку таскать при должном уходе за ней. Если аккуратно обращаться с ней, там, не стирать в стиральной машине вместе с кроссовками, аккуратненько чистить, ухаживать, она будет жить, я не знаю, до 10 лет спокойно и будет выглядеть всегда круто. Качество будет этой бейсболочки на высоте, ну не знаю, то есть вот так вот, да, то есть сколько проживет вот эта бейсболка, я не скажу, думаю недолго. Судя по материалам, которые здесь используются, думаю, выйдет она из строя довольно быстро и превратится в дешевую тряпку, такую же, как обычная акриловая бейсболка. Может быть, немножко шерсть убережет, да, добавка шерсти убережет немножко от быстрого выгорания. Думаю, все равно недолго она проживет. Ну, не знаю, короче, мне не очень понравилось. Судите сами, смотрите сами, кому что нравится. Все, ребят, до новых встреч. Пока. Кому понравилось видео, ставьте лайк. И носите обязательно бейсболки.